О чем мы мечтали? Чтоб быстрее закончились уроки. О путешествиях. О прогулках на воде. О выходных. О новой тачке. Мечтали о крепких объятиях. О страстных поцелуях. А теперь огромный необъятный громкий мир сузился до одной квартиры и нескольких окон. Добро пожаловать в Италию на карантине. Это жизнь других. Италия – прекрасная страна с потрясающей кухней, культурой, памятниками архитектуры, музыки и моды. С 8 марта она закрыта на карантин. Вначале итальянцы очень стойко приняли свое положение. Пели на балконах, записывали подбадривающие видео для медиков, звонили в полицию, если вдруг видели, что соседи нарушают правила режима. Но сегодня страна притихла. И мало кто может догадаться о том, что на самом деле происходит за закрытыми дверями домов людей. Это другая Италия. Если бы я родилась в Италии, как Чинси и Андреа, я даже не заметила бы, что в мире что-то изменилось. Я бы, как и раньше, наслаждалась пением птиц в оливковых рощах, ждала, пока нагреется бассейн, и выполняла свою привычную работу в большом тосканском поместье. Или как иеромонах Серафим во время карантина не только бы открывала свою церковь каждый день, но и вела церковные социальные сети. Записывала и выкладывала видео служб и принимала записки прихожан через обычный мессенджер. А может, моя жизнь стала бы идентичной жизнью миллионов молодых семейных пар по всей планете, как у Тани и Луиджи. Я бы ютилась в своей квартире, ждала солнечных дней, чтобы выйти на балкон, и пыталась развлечь энергичного и громкого 5-летнего сына Элию. Но где бы в Италии я не родилась, в Риме, Милане, Венеции или на Сицилии, эпидемия коронавируса не обошла бы меня стороной. Италия дольше всех в Европе находится на карантине. Эпицентр эпидемии именно здесь. Больница в Бергамо – одно из самых известных мест не только в Италии, но и во всем мире. К сожалению, из-за своей огромной статистики про заболевших коронавирусом, как тут обстоят дела сегодня, мы сейчас это все и узнаем. А расскажет мне обо всем инфекционист Лаура. Сколько часов в день сейчас вы работаете? Раньше у нас были четкие смены, по которым мы работали. Теперь графика как такового нет. Мы работаем гораздо больше, иногда по 20-22 часа. Первые случаи начали появляться в феврале. С 20 февраля по 20 марта мы приняли рекордные 2500 пациентов. Ситуация развивалась стремительно. Были дни, когда мы принимали больше 100 пациентов в сутки. Сейчас ситуация стабилизировалась. 2-3 человека в день. Все лечение для пациентов бесплатное, по страховке. Ну, а как вы живете одна или с семьей? Как вы защищаетесь, я не знаю, защищаете тех, кто живет с вами? У меня грустная ситуация. Как только все садики и школы закрыли, а к нам начали поступать больные в огромных количествах, я поняла, что другого выхода нет. Мы с мужем посоветовались и отвезли наших 2 деток к бабушке и дедушке. Неизвестно, сколько я буду на работе. К тому же я боюсь их заразить. Поэтому, к сожалению, скоро будет 2 месяца, как я не видела своих детей. Впервые за всю жизнь я так надолго с ними разлучаюсь.
По телевизору показывают, что тут просто повальная эпидемия, все болеют. Ну, неужели все так правда? Ну, вот это все правда, и на самом деле все так страшно здесь. В первые дни это действительно было страшно. Все, как вам показывали, огромное количество больных, растерянный персонал, забитые палаты. Но мы работали, не останавливаясь, поэтому сейчас ситуация гораздо лучше. Мы разрабатывали специальные системы, графики, распределение обязанностей, чтобы лучше справиться с большим количеством пациентов. Сейчас работы много, но мы спокойнее, все под контролем. Зарплаты нам не поднимали, все как раньше. Лаура пока не знает, когда это все закончится, и она сможет снять маску, перчатки и, наконец, обнять своих детей. Никто не знает, даже мэры и губернаторы итальянских городов. Так же, как и врачи, они на работе круглосуточно, 7 дней в неделю. Сейчас я практически живу на работе, никакого графика нет. С раннего утра до позднего вечера без выходных. 50 дней я не видел свою семью. Они уехали за город к бабушке. Все равно, даже если бы они были здесь, я прихожу домой только чтобы поспать пару часов. Мой рабочий день начинается в 6 утра, а заканчивается за полночь. Но я не хочу останавливаться, всегда нахожу силы. Потому что за моей спиной дети, которые заперты дома, их родители, которые ждут моих решений. Я бесконечно благодарен каждому из них. Когда все это закончится, я хочу просто пойти по улице и крепко обнять каждого моего венецианца. Карантин закончится, но жизнь больше никогда не будет такой, как раньше. Это нужно понимать. Мы осознали многие вещи, изменили подход к гигиене, изменились правила общения с людьми, изменился подход к работе. Многие останутся работать удаленно. Я думаю, что к привычному ритму мы вернемся к осени. Но даже когда мы начнем узнавать свою старую жизнь, узнаем ли мы самих себя в ней? Пока медики, полиция и власти работают, обычные итальянцы вынуждены сидеть дома. Практически каждый день их ждут новые правила. К счастью, теперь после 2 месяцев они с каждым днем становятся мягче. Когда с 8 по 10 марта вся Италия закрылась на карантин, правительство приняло слишком строгие ограничения и наказания. Было запрещено выходить из дому без специального разрешения и накладывались огромные штрафы. Но вскоре стало понятно, что это прямым образом нарушает нашу же Конституцию и право людей на свободу передвижения. Тогда правила смягчили. Формы получить легче, их может дать даже полиция прямо на улице. Самые большие штрафы выписываются за сопротивление полиции и появление на улице с симптомами коронавируса и гриппа. Мелкие штрафы можно оспорить в суде, но после окончания карантина. Пока одних заботят штрафы, другие думают, когда же вновь начнут путешествовать. И я говорю не о туристах, а о работниках аэропортов и авиакомпаний. В прошлом году Италия побила свой собственный рекорд. В 2019 году сюда приехало более 450 миллионов туристов. В аэропортах было не протолкнуться. Самолеты садились и взлетали каждые 7 минут. Сегодня совсем другая Италия. Без самолетов, баров, ресторанов, туристов и даже магазинов. Италия, которую не узнать. В аэропорт могут заходить только люди, которые улетают. Все встречающие или кто не летит, все ждут на улице. Бонджорно. Здравствуйте, вы улетаете? Си, вот когда вот человек заходит, и у него спрашивают, куда вы летите? Я говорю, да, лечу. Он говорит, показывайте свой билет. Показываешь, и только тогда ты проходишь. А если нет, вот заполняешь тут бумажки и идешь. А без бумажки, опять-таки, все помнят, все назад. Правильно? Так куда вы летите? Вот В так. Рим? Да. Ну, я не лечу, это я так рассказываю людям. Мы, как и раньше, работаем 24 часа в сутки, но раньше мы принимали около 25 тысяч пассажиров в день. Теперь не больше 60 человек. У нас всего 1 рейс в сутки в Рим. О, видите, пожалуйста, расписание самолетов. 1 самолет в Рим. Все, уже идет посадка. И на сегодня рабочий день закончился. Вот так. Итак, что
Чтобы зайти в аэропорт, видите, вот тут уже сейчас какие-то новые метки. Так должны держать дистанцию люди. И вот через эту метку должны они стоять. Потом они подходят к человеку, говорят ему «бонжорно». Здравствуйте. Ему меряют температуру. Идеально. Перфетто. Видите, говорят, померили температуру, говорят перфетто. Если перфетто, то идешь дальше. Тут встречает тебя новая девочка. Бонжорно. О, так прекрасно, видите? То есть я говорю, потом, значит, надо заполнить обязательно анкету, да, для того, чтобы, значит, свои паспортные данные, кто ты, откуда, и самое главное, какая причина, почему ты уезжаешь. Ты должен быть в перчатках и в масках, дышать нечем, но ничего. В общем, и только потом, заполняя эту бумагу, да, ты можешь идти дальше, и ты показываешь... Да, уже в полиции, на паспортном контроле ты ее показываешь, и благодаря этой бумажке тебя пропускают. Без нее ты вообще не можешь никуда даже двинуться. А причины несколько, правильно? То есть работа... Работа, и когда он проблемы с салютом. То есть работа или проблемы со здоровьем. Все, две причины, по которым ты можешь выезжать. Больше никакой. Шопинг, мопинг. Какой шопинг уже? Все. Не шопинг. Все уже. Слово это можно забыть. Ну все, идешь дальше. Кроме единственного пассажирского рейса в Рим, мы также часто принимаем специальные самолеты. Они могут перевозить маски, перчатки, оборудование для больниц, врачей или пациентов. Из-за такой маленькой загрузки нам, конечно же, пришлось временно на период карантина отправить на биржу труда за помощью больше 70% наших сотрудников. Ну вот, контроль безопасности пуст, потому что определенное количество людей только может летать. Уже много не могут. Ну и никому по работе так много сейчас и не нужно, правильно? Я считаю, что в норму мы вернемся только через 2 года. Больше 75% наших пассажиров – иностранцы. Я надеюсь, что мы начнем возобновлять нашу открытую работу к концу этого года. Будут летать итальянцы. Но нам ведь нужно, чтобы эпидемия закончилась во всем мире. А это не скоро. Вы должны понимать, перелеты еще очень долго будут не такими, как мы привыкли. Мы вводим обязательную социальную дистанцию, проверку температуры, может быть, потом будем просить дополнительные документы. Вы будете обязаны носить маски и перчатки. Из-за того, что в самолетах нужно будет сидеть раздельно, они не будут заполненными. Скорее всего, цены на билеты из-за этого вырастут. Хочу сказать, это вообще потрясающе. Вся Италия осталась без кофе, бары не работают. Вот аэропорт, где работает единственный бар, где можно купить кофе. Также тут открыт маркет, аптека, прокат машин, информация. Ну, для такого минимального обеспечения людей, которые прилетают или улетают. Вот, поэтому я сейчас воспользуюсь, как, так сказать, положением и выпью чашечку кофе. А после кофе можно отправиться погулять туда, где и без карантина людей не особо встретишь. В это непростое время многие из нас оказались в своих небольших квартирах с мужьями, женами, детьми, собаками, кошками, бабушками, дедушками и ютятся и мечтают, как было бы хорошо сейчас оказаться в большом замке, на берегу моря, возле леса. Как это было бы прекрасно. А некоторые об этом не мечтают, потому что они живут в замке. В нашей жизни практически ничего не изменилось. Мы с удивлением узнали, что, оказывается, наш образ жизни и есть самоизоляция. Мы живем в деревне, вокруг нас одни поля, никаких людей. Мы целый день занимаемся оливками, ухаживаем за садом, домом. Раньше ездили в супермаркет раз в дней 10. Ну, так и ездим. До карантина Чинце и Андреа сдавали несколько комнат своего дома туристам. Теперь, конечно же, этого делать нельзя. Мы потеряли этот заработок, но пока не расстраиваемся. Когда-то я думала о том, чтобы переехать в город. Завидовала бурной жизни, количеству людей, знакомствам. А сейчас убедилась, лучше всего жить на природе. Когда выезжаю в магазин, вижу, что-то изменилось. Люди напряженные, злые, улицы опустели. Не могу дождаться, когда, наконец, опять вернусь домой к этим просторам. К тому же я бы не выдержала ходить в таком скафандре целый день.
Многие разделяют позицию Чинси и стараются выходить из дома как можно реже. Тем более, что в современном мире практически все можно заказать онлайн. В то время, когда больше половины страны сидит дома, многие потеряли работу, есть места, где работы стало еще больше. На почте никогда не было столько заказов, как сейчас. Давайте же узнаем, как они там поживают, а? Работают? В каком режиме вы сейчас работаете? Наши часы работы не изменились. Все так же, как и прежде. У нас остался тот же коллектив, та же заработная плата, тот же график. Это так странно, у всех вокруг жизнь перевернулась, а я, как обычно, иду на свою работу. Сейчас практически все посылки отправляются частным лицам. Ты сказала, что количество частных посылок увеличилось. Вот ты знаешь, что люди сейчас чаще стали, не знаю, заказывать или посылать? Безусловно, номер один – это еда. На втором месте – напитки. Здесь лидер вино. Это же Италия. Также много заказывают разного снаряжения для того, чтобы заниматься спортом дома. Ведь спортзалы закрыты, и пока непонятно, когда откроются. Ой, конечно, то есть все заказывают вино, поесть. А что еще делать, правильно? Я сама лично заказывала капсулы кофе, и мне обычно это приходит за день-два. А тут мне сказали, что у нас сейчас очень большая загруженность, и мы к вам сможем приехать только в течение 2 недель. Вот объясни, почему задерживаются посылки? Действительно, вы так загружены, что не успеваете все развозить? Конечно, все привыкли во всем винить почту. Но на самом деле сейчас проблема в другом. Часто мы получаем ваш заказ от магазина с задержкой, ведь они должны его оформить, запаковать. А у них, может быть, осталось всего несколько сотрудников, все остальные на карантине. Поэтому вы не злитесь. Немножко потерпите. Каждый день мы обрабатываем где-то около 200 посылок. Пока мы не нанимаем новых сотрудников, ведь эта работа тяжелее, чем кажется, и времени обучать новеньких у нас нет. Справляемся как можем. В почтовое отделение к морям часто приходят продукты из Тосканы. На карантине итальянцы балуют себя знаменитым пекорино – сыром из овечьего молока. У нас полностью семейный бизнес. Мы выращиваем овец, корм для овец на наших полях, продаем молоко, йогурты, сыр и другую продукцию из овечьего молока, а также мясо молодых ягнят. В семейном бизнесе никого не увольняют, просто вместе терпят убытки. Нашими основными клиентами были рестораны и отели. Никто сейчас не работает. Наш продукт очень быстро портится, поэтому нам пришлось сократить производство. Мы нашли временный выход. Сдаем молоко большим заводам, которые производят сыры в промышленных масштабах для супермаркетов. Хотя нам это совсем невыгодно. Хорошо, что не все продукты портятся так быстро, как молоко и сыр. Например, вино со временем становится только лучше. И Луиджи, владелец винодельни, знает об этом, как никто другой. Луиджи, с какого года вообще вы работаете? Работаем уже 11 лет. Ну так уже, то есть давно, получается, да? Хорошо. Скажи мне, сейчас вот ваш день рабочий, он как-то изменился по сравнению с тем, вот как было 2 месяца назад? Само производство вина абсолютно не изменилось. Мы не можем посадить виноградные кусты на карантин и попросить подождать пару месяцев. Заготовка этой партии, например, началась еще в ноябре. Но что касается упаковки, оформления заказов и их доставки, конечно, эта работа сократилась в разы. Это очень обидно. Потребление вина по всем данным возросло во много раз. Но люди предпочитают покупать более дешевое вино в супермаркетах или оптовых онлайн-магазинах. Маленький эксклюзивный бизнес, как наш, терпит убытки. То есть сейчас стали люди пить больше, получается, да? О, да. Серьезно? Ну, правильно. Серьезно, конечно. Ну, так а что делать? Понимаешь, ты сидишь дома, постоянно ешь, и, конечно, нужно запивать это все дело вином. Диетологи, то есть, запасайтесь временем, скоро наступит ваш черед, потому что, господи, как это все пережить? Нам присылают новые правила и ограничения, которые мы должны выполнять. Теперь мы обязательно меряем всем сотрудникам температуру перед началом рабочего дня. Все носят перчатки и маски. В помещениях до 40 квадратных метров может находиться только 1 работник. Если площадь больше – несколько работников.
Но все на расстоянии минимум 1 метра 80 сантиметров друг от друга. Даниэле Д'Анджело также столкнулся с абсолютно новой реальностью в первый же день объявления карантина. Раньше в его винный бутик в самом центре Вероны стояла очередь из туристов. Теперь магазин закрыт, а туристов нет. Но Даниэле не опустил руки. Мы впервые полностью перешли в режим онлайн-торговли и доставки. Это было неожиданно, страшно и тяжело. Чтобы сэкономить по Вероне и в пригороды, я доставляю заказы сам. А вот уже для всей Италии используем курьерские службы. Я начинал с 1-2 доставок в день. Теперь же только по Вероне их минимум 10. Карантин заставил Даниэля задуматься о своем бизнесе, посмотреть на него с другой стороны. Раньше мы продавали вино только туристам. Теперь я ближе познакомился с местным клиентом, поэтому мы даже изменили наш ассортимент. Туристы покупали более тяжелые вина, например, сувенирное вино Вероны – Амароне. А итальянцы предпочитают очень легкие молодые вина, чаще белые. Очень популярный заказ – Просекко и Дурелло. Игристое поднимает настроение. Онлайн можно заказать продукты, напитки, одежду, а можно и сходить в музей. Флоренция не только столица Тосканы, ее считают культурной столицей всей Италии. Здесь находится очень много музеев, выставок, памятников архитектуры. Итальянцы называют Флоренцию своим сердцем. Но сегодня сердце остановилось. Моя фирма занимается рекламой и продвижением музеев и галерей. Мы и раньше делали выставки онлайн, виртуальные экскурсии, пользовались социальными сетями. Но сейчас спрос на это колоссальный. Практически все важные большие музеи бесплатно или за весьма условную цену предлагают эксклюзивные туры, доступные в любом уголке планеты. Нужен только компьютер, интернет и интерес к искусству. Господи, кто был на этой площади, наверное, глазам своим не верит, что тут такая тишина и пустота. Я сама поверить не могу. Пустые улицы, пустые музеи. В Голландии уже воспользовались ситуацией и похитили картину Ван Гога стоимостью 6 миллионов евро. Но в Италии воров не боятся. Музеи никак не усиливали охрану, какая была, такая и осталась. В основном это не люди, а сложные системы сигнализаций. Мы больше боимся времени, чем людей. За картинами и статуями нужен особый уход. Чем дольше длится карантин, чем дольше музейные работники не выходят на работу, тем больше угроза того, что произведения искусства окажутся в опасности. В театре Ла Скала последняя премьера была в конце февраля. И с того времени все артисты, музыканты, балерины, все на карантине. И вот как они выживают? Боже, бедные мои балерины, где они на кухне растягиваются, а музыканты? Омар Камата узнал о карантине прямо на гастролях. Ему пришлось все бросить и вернуться домой. Теперь его пение радует разве что соседей за стенкой. Объявление карантина стало для меня шоком. Все концерты отменили, в первое время я даже ничего не мог делать из-за стресса. Сейчас я уже выработал свой график, поэтому делаю специальные упражнения и распеваюсь дома минимум 30 минут в день. Но если у большинства взрослых итальянцев наконец появилось время виртуально сходить в Большой театр на балет, заняться йогой или выучить новый язык, дети продолжат свои школьные занятия. Психологи, родители, пресса – все бесконечно дискутируют на тему, как отразится на учениках первый в истории онлайн-семестр. Но мало кто задумывается о том, каково сейчас учителям по ту сторону экрана. К одной из учительниц я пришла на ее новое рабочее место – в спальню. Лаура, у кого вы преподаете? Я преподаю французский язык старшеклассникам. 5 марта я была на уроке в последний раз. Даже оставила в кабинете многие личные и нужные мне вещи.
Я даже подумать не могла, что теперь буду видеть своих учеников только на экране моего компьютера. А как вы осваивали программу по онлайн-обучению? Специальную программу нам написали очень быстро. Больше всего я боялась, что не смогу самостоятельно загрузить ее и установить на своем компьютере. Я никогда раньше такого не делала. Перед первым уроком переживала, будут ли меня слышать ученики, буду ли я их видеть, не буду ли я сама выглядеть глупо и непрофессионально. Я много лет преподаю, но никогда так не волновалась. Ребята, мои ученики, разобрались во всем легко и быстро, а еще помогли мне. Для них мир интернета знакомый и привычный. Ну, хорошо, а есть учителя, которые не смогли справиться вот с этой программой или сказали, что я не буду преподавать в онлайн, то есть это не мое? Да, для многих учителей онлайн-обучение стало настоящим шоком. Есть учителя в возрасте, есть учителя, которые живут в селах и пригородах, у них очень плохой интернет. Многие вначале отказывались, обещали, что смогут нагнать обязательную программу, когда возобновят нормальный режим обучения. Никто из нас не мог и подумать, что это так затянется. Но ничего, все научились, смирились, привыкли. Ну, Лаура, с одной стороны, слушай, прекрасно, сидишь у себя в спальне, ты, понимаешь, преподаешь детям урок, по большому счету не нужно ни одеваться, ни краситься, как-то сидишь спокойно, говоришь. Хочется тебе больше в школу или все-таки остаться у себя в спальне и спокойно несколько часов преподавать? Ну, конечно, я очень хочу в школу к своим ученикам. Я так соскучилась по ним. Многие мои дети в этом году выпускаются. При мысли, что я могу больше никогда их не увидеть, не обнять, у меня сжимается сердце. Мы же не успели попрощаться. Впервые за столько лет я не смогла попрощаться со своими учениками, своими детьми. В то время как учителя не смогли попрощаться с выпускниками, а врачи месяцами не видят своих детей, сложная ситуация в семьях, где родители разведены. Правительство Италии, принимая законы о карантине, учло позицию родителей, которые разведены. Встреча с ребенком – это законный повод получить разрешение на выход из дома. Но неожиданно возникла другая проблема. Если между родителями конфликт, родитель с ребенком мог использовать карантин как повод не отдавать ребенка. Поэтому дополнительным судебным решением всех родителей обязали выполнять докарантинные часы встреч. Карантин – это не повод не видеться с детьми, ни в коем случае. Чтобы увидеться с детьми, я получаю специальный пропуск. Дни и часы остались теми же. И я этому безумно рад. Если первый месяц карантина итальянцы перенесли стойко и с пониманием, во время второго у многих начали сдавать нервы. Мы думали, что самым главным источником стресса для людей во время карантина будет одиночество, страх, конфликты с близкими. Но мы ошибались. Самая частая и болезненная проблема, с которой ко мне обращаются итальянцы, это деньги. Они теряют работу, бизнес и не видят выхода. Раньше мы никогда не ссорились с женой. Сейчас у нас часто бывают конфликты. И мы оба понимаем, что злимся не друг на друга, а на ситуацию, но не можем сдержаться. Самые большие проблемы у тех людей, которые раньше убегали от выяснения отношений. Эти проблемы не появились во время карантина. Просто раньше у вас была возможность их избегать. По моему опыту, отношения в гармоничных и счастливых парах не только не изменились во время самоизоляции, но даже укрепились. Если у вас участились конфликты, старайтесь давать друг другу больше личного пространства. В маленьких квартирах это тяжело, но это единственный выход из ситуации. К новому стилю жизни привыкаешь, но от этого не становится легче. Самая распространенная проблема, которая актуальна и понятна в любой стране, в любом уголке планеты – маленькие квартиры и маленькие дети. Вот типичная улица Сены. На самом деле она и без карантина была не очень многолюдная. Но сейчас вы видите, что машины все припаркованы. Это говорит о том, что все люди находятся дома. И сейчас вот в такую квартиру, где люди переживают свой карантин, мы и зайдем и посмотрим. Здравствуй. Бонжорно. Так, закрываем двери. Ой. Ну, что я могу вам сказать? Вот тут вы проводите все свое время. Я в последний раз выходила на улицу 2 недели назад в супермаркет. Да, больше месяца мы заперты дома. Я смотрю, у вас ребенок тоже уже месяц сидит дома. Как он это выдерживает? Как ему это тяжело? Взрослые ладно, а что дети?
Конечно, для него это мучение. Он не привык сидеть на одном месте. Ему нужно прыгать, кувыркаться, бежать куда-то, неважно куда, а он словно заперт в клетке. Онлайн-уроки у вас проводят? У него был один онлайн-урок. Но дети оказались не готовы, они слишком маленькие. Кричали, перебивали, капризничали. Больше уроков нет. Мы читаем, смотрим мультики на планшете. А вот когда хорошая погода, мы просто выпускаем его на террасу, и он носится по ней кругами, не переставая. Так, и вот и вы целый день вот тут вот, да, находитесь. А вы не устали друг от друга? Мы уже привыкли. Ко всему со временем привыкаешь. Мы выработали какой-то ритм, новые привычки. Стараемся не дергать друг друга по пустякам. Тянем жребий, кто следующий на улицу, в магазин. А кто выходит, говорит: «Ура, на свободе!» или нет? Вовсе нет. Сейчас поход в магазин стал неприятной обязанностью. Повсюду огромнейшие очереди. Бывает, стоишь и ждешь по 2-3 часа. К тому же нужно надевать маску, перчатки, потом все это осторожно снимать, выбрасывать, стерилизовать руки, обувь, пакеты. Мы стараемся выходить в магазин как можно реже. Сразу покупаем много продуктов и для себя, и для родителей. Таня и Луиджи работают автономно, то есть не получают фиксированную зарплату, а зависят от количества заказов. Таня ягид, а Луиджи IT-менеджер. С каждым днем работы становится все меньше, но государство подтвердило, что поможет им одноразовыми выплатами в 600 евро. Самое сложное – это наладить какой-то ритм. Сделать так, чтобы все не смешивалось в одну какую-то непонятную кучу. Работа, жена, сын, сон, еда. Многие итальянцы, чтобы не грустить из-за денег или ситуации в мире, стараются отвлечься готовкой, а потом не могут остановиться. Паста, пицца, вино – это можно есть и пить бесконечно. Я много времени провожу дома и заметил, что постоянно тянусь к холодильнику, чтобы набросать каких-то антипасти, закусок. А их нельзя есть без бокала вина, это будет преступлением. Стал больше есть, немного больше пить. Это естественная реакция на стресс. Нам хочется есть, выпить лишний бокал. В этом нет ничего страшного, но все же старайтесь себя контролировать. Вместо одного бокала 2, не больше. Кому-то помогает психолог, кому-то еда, а кому-то вера. На время карантина у церквей особое положение. Они не закрыты, но и ходить туда нельзя. Италия католическая страна, но тут есть и православные церкви. Интересно, как они отпраздновали Пасху и вообще, как они переживают карантин. Сейчас мы все и узнаем. Как и раньше, я каждый день прихожу в церковь утром, слежу за порядком. Так как больше никому приходить нельзя, убираю. Если нужно что-то чиню сам, это несложно. Очень редко приходят люди, максимум 2-3 в день, у которых есть разрешение на выход из дома. Например, оставить записки или поставить свечи. Все. В этом году масштабные празднования Пасхи были отменены. Все службы проходили онлайн или в прямом эфире по телевидению. Для тех прихожан, которые все же пришли в церкви, были установлены очень строгие правила. Как и в супермаркете, территорию расчертили для понимания социальной дистанции, а внутрь пускали строго по одному человеку. Мы подготовились к Пасхе, вызвали большее количество полиции, чтобы патрулировать улицы, использовали вертолеты и дроны. Но наши люди пошли нам навстречу, никто не нарушал правила, все с пониманием отнеслись к ситуации, и я за это очень благодарен. В этот период мы стараемся больше использовать современные технологии. Например, просим прихожан пересылать записки через мессенджеры, а службы я провожу онлайн. У нас есть свой канал. Прихожане научили меня устанавливать камеру, записывать видео и заливать его в интернет, чтобы я мог легко делать все сам. Иногда предлагаю делать пожертвования через виртуальные платежные системы, но мы пока ими не пользуемся. Не до пожертвований сейчас. Ни до пожертвований, ни до отдыха, ни до покупок. Убытки во всех сферах колоссальные. В это непростое время для моды магазины, все, видите, витрины все равно есть. Их украшают, их одевают в новые наряды. Хотя, конечно, эти вещи никто сейчас не покупает, потому что, во-первых, некуда ходить, некуда носить, и неизвестно, сколько времени люди смогут прожить на те деньги, которые у них есть. Поэтому не до новых платьев сейчас это хочется.
Фэшн-бизнес не просто переживает не лучшие времена. Дизайнеры не могут понять, какие коллекции им создавать. Лето, осень, зима. И сейчас одни из самых громких модных домов заняты пошивом масок и защитных костюмов. И работа есть, и полезным делом занимаются. Есть еще одна категория людей, которые переживают самый необычный период в своей жизни. Это экологи. Пока люди заперты по домам, готовят новые блюда, помогают детям делать домашнее задание, не ездят на машине, не летают на самолетах. В это время природа отдыхает, она перерождается. Да, Господи, нормальным человеческим языком она просто балдеет. Какой воздух, птички поют, боже, какой кайф. Стало гораздо больше ласточек. Слышал, что в пригородах по улицам бродят дикие кабаны, а сам видел зайцев в парке Милана. У меня на террасе поселились голуби. Птицы поют все громче и громче. Каждое утро просыпаюсь от их пения, раньше такого не было. Да, я чаще стала видеть диких оленей и кабанов. Они просто гуляют по нашему городку. Но также более наглыми стали волки. Они всегда, скажем так, интересовались нашей фермой, ведь здесь овцы – их любимое лакомство. Но сейчас они стали еще смелее. Мой коллега-фермер жаловался, что волки пытаются охотиться даже на коров. Я бы хотел прояснить ситуацию с нашумевшими дельфинами. Фото, которые сейчас все распространяют в социальных сетях, действительно сделаны в Италии. Но одно из них в Калери на Сардинии, а второе в Триесте, недалеко от Венеции. Но все же это другой город. Пока в связи с карантином не появилось новых животных, никто никуда не вернулся и не пришел. Просто многие животные боялись моторов и людей, поэтому бродили ночью, а теперь часто появляются днем. Одной из причин, почему именно Северная Италия так сильно пострадала от осложнений коронавируса, а это тяжелая пневмония, ученые называют то, что воздух здесь самый грязный в Италии. Поэтому власти решили за лето переделать 35 квадратных километров центральных улиц под пешеходные и велосипедные дорожки. Милан стал первым городом, который карантин вдохновил на ограничение движения автомобилей. Но сразу за ним о таких же планах объявили Нью-Йорк и Париж. 2-3 месяца для нашей планеты слишком маленький срок. Так быстро ничего не изменится. А вот для нас, для людей, это хороший повод задуматься, что мы можем сделать, чтобы сберечь воздух чистым и свежим. Нужно ли нам так часто летать? Можем ли мы больше ходить пешком? Можем ли заменить машину велосипедом? Природа за время карантина кардинально не изменится, а вот мы можем. Автобусные компании, пока поток пассажиров совсем маленький, начали тестировать автобусы с электрическими двигателями, безопасные для экологии. Они надеются, что новые линии удастся запустить к окончанию карантина. А пока повсюду новые правила. Расписание автобусов сейчас работает как выходной день. Не в будний, а выходной. Вот они ездят 1-3 раза в день. Но теперь можно заходить только в перчатках и в маске. И к водителю подходить уже нельзя. Видите, тут висит такая веревочка. И все. И покупать у водителя билеты тоже нельзя. И заходить можно только в заднюю дверь. Ой, столько новых правил, надо все запомнить. Это капец. Теперь мы каждый день полностью моем автобусы внутри и снаружи специальными средствами. Также раз в несколько дней автобусы проходят процедуру озонирования. Мы дезинфицируем не только сами машины, но и автоматы по продаже билетов, кассы и даже остановки. В первые дни итальянцы жадно читали новости, обсуждали ситуацию в социальных сетях, но сейчас относятся к новой информации очень осторожно. Каждый вечер мы смотрим новости по телевизору. Но теперь я начала еще проверять информацию в интернете, потому что больше не верю только телевидению или газетам. Я избегаю информации из социальных сетей. Там невозможно разобраться, что правда, а что выдумка. К тому же там постоянно происходят битвы и ссоры в комментариях. Это нервирует. Я просто обновляю новостную ленту моей любимой итальянской газеты. Они сухо 24 часа в сутки подают новую официальную информацию. Мне этого достаточно. Я мало
мало кому доверяю сейчас. Только той информации, которую получаю от людей, с которыми знаком лично. Мой друг, врач в Милане, вот его новости я слушаю. Мы получаем информацию из разных источников. В основном это новостные агентства, которые собирают, сортируют и проводят данные и интервью со всего мира. Иногда нам присылают пресс-релизы министерства или официальные лица. Иногда мы сами обращаемся за комментарием. Дело в том, что вирус совсем новый, не до конца понятный. Мы столкнулись с угрозой, из-за которой растерялись. Поэтому часто же официальные лица в один день говорят одно, а в следующий противоположное. Это не ложь, просто никто ни в чем не уверен сейчас, и все стараются реагировать оперативно и адекватно. Италии пришлось пойти на огромные жертвы для того, чтобы поддержать медиков, защитить своих пенсионеров, людей со слабым здоровьем и всех тех, для кого коронавирус может быть смертельно опасным. И пенсионеры за это бесконечно благодарны своим детям, внукам, их друзьям и коллегам. Ну вот, кто бы мог подумать, да, что вот так вот будем приходить друг к другу в гости, встречаться и вот так вот сидеть в таких вот масках. А почему вы без маски, кстати? Моя дорогая, сложно мне в маске. Не могу дышать полноценно. Еще и усы у меня. Ни за что их не сбрею. Не думал я, что доживу до времени, когда придется так ходить. Что вообще на карантине у вас в жизни изменилось? Уже вот сколько? 2-й месяц Италия сидит на карантине. Наша жизнь на пенсии – это две радости. Наши внуки и свободное время для прогулок. Сейчас всего этого нет. У нас младшему внуку всего 4 месяца. Он живет в Милане. Мы видели его один-единственный раз, когда он родился. Мы созваниваемся с детьми и внуками по телефону, но не можем ни обнять, ни поцеловать. Как так? Это ужасно. Мы не можем, как молодые, поддерживать себя в форме йога или фитнесом дома. Обычно мы подолгу гуляли. Мы так долго ждали весны, и вот Тоскана цветет. Она так прекрасна в этот период, а мы смотрим на нее со своего балкона. Но я стараюсь не быть эгоистом. Мне больше всего жаль молодых. Мы-то пенсионеры, нам грустно, но ничего страшного не происходит. А люди вокруг теряют работу, теряют бесценные дни своей молодости. И ничего не могут с этим сделать. Вот я смотрю на себя в зеркало и думаю, какой кошмар, не успел попасть к парикмахеру, совсем зарос. Но ведь парикмахеру хуже. Я лохматый, а он безработный. Так очень красивая прическа, кстати. Я не знаю, как вы выглядели раньше, но сейчас выглядите очень даже хорошо. Слава богу. Но вы знаете, за всю нашу жизнь мы не оказывались в такой страшной и грустной ситуации. Я родился сразу после войны, и по рассказам родителей могу представить, что им было еще тяжелее. Не было денег, было страшно выходить на улицу, но не думал я, что это может произойти опять, и еще в такой форме. Ну, вот так живешь, боишься всю жизнь людей, и чтоб, не дай бог, не было войны, а какой-то микроб, не побоюсь этого слова, вот так вот просто возьмет, придет и перевернет всю жизнь планеты, а? Вот так. Планета обязательно победит этот вирус. И уже совсем скоро мы вновь будем переживать те же эмоции, что и год назад. Говорят, чтобы выработать привычку, нужен 21 день. Итальянцы уже больше 2 месяцев сидят на карантине. Привычки появились разные. Готовить дома, заказывать еду онлайн, обходить людей, не поднимая головы, одеваться красиво до пояса для работы, чтобы проводить видеоконференции. С замиранием сердца каждый вечер смотреть новости. И появилась еще одна привычка, которую стоит сохранить навсегда. Привычка во всем видеть плюс. Никогда не сдаваться и упрямо верить в будущее, которое обязательно будет и будет лучше. Ведь, несмотря ни на что, благодаря карантину, итальянцы Наконец-то выспались. Я заново влюбилась в своего мужа. Я научился делать пиццу.
Теперь дети звонят каждый день. Я почувствовал, что мой город, наши люди – это моя дружная и сильная семья. Я понял, что действительно важно в жизни – это семья и здоровье. Никто не знает, что будет завтра. Никто не может сказать, когда это все закончится и как изменится наша жизнь. Но пока мы здесь, пока рядом наши близкие, пока мы можем улыбаться и плакать, у нас есть шанс, у нас есть надежда. И значит, у нас все получится.